Чем непонятнее название, тем надежнее. Что делать? Нужна опора. 173, 636. Я такие, что? Ты что, ненормальный? В Что ты смысле? с собой сделал? Вау! Я думаю, что мне лет 25. 23 в лучшем случае. На самом деле, в какой-то момент ты подходишь к зеркалу и как бы такой: ой, здрасте, морщина. Каким, дрянь, образом в 44 года ты так выглядишь, Зин? Просто запарила. Да слушай, нормально. На самом деле, я в какой-то свой период поняла, что нечего мазать лицо химией. Я умываюсь мылом, гелем для душа. Я понимаю, что я старею, посмотри вот на это вот, а вот на это. Рен, как тебе моя морщина? Я тебе все расскажу. Там самое главное — это очищение, увлажнение и всякие процедурки можно сделать у классных косметологов, где даже не нужно ничего, никакие инъекции жесткие делать для этого. Давай-ка просто пойдем в магаз, ты мне порекомендуешь, что купить, потому что я вообще Ты ничего не шарю. уверен? Ну мы тогда купим дорогое, клевое, но без потребления. Ну, окей, whatever. Хочешь брекеты мои встроить? Ты же не видела еще? Да. Готова? Да. Подожди, я не готов, подожди. Ну чё ты? У тебя все Лорен Ладно, упал. все нормально. Почему? Да ну, как Да, то? ну классно. Слушай, ну ты знаешь, мне кажется, это лучше вот такие, которые видно сразу, чем, знаешь, делают незаметные, они наоборот еще более страшные. Да, мне кажется, что она даже идет, потому что это как грилзы, поняла? Да. У меня есть подруга Зина, которая классно выглядит, и я прислушиваюсь часто к ее советам. Она в целом, почти эксперт на бытовом уровне. Удивительно, почему я к ней обратился, она реально выглядит на 21, а ей там уже, столько лет, что поэтому, естественно, я к ней обратился. Чтобы она помогла выбрать мне какой-нибудь крем или какую-нибудь маску, которая поможет мне наверстать упущенное. Всю свою жизнь я умывал лицо, если умывал, гелем для душа. 100 в одном. Ты моешь все тело полностью. Нет понимания, как за собой ухаживать, и, естественно, про кожу тоже никто не знает. Зачем 3 ступени умывания? Какой смысл в тониках? Вот это зачем нужно? Что влияет на твой внешний вид? Еще же есть категория для мужчин уходовая косметика. Это, в принципе, нужно понять, какой у тебя тип кожи, и просто купить себе крем. Не обязательно дорогой, просто крем. Кожа должна быть чистой и влажной. Но хоть кто-то объяснил нам про это? Никто. Мне никто не объяснил. Батя мой, боцман. А вот как он за собой, интересно, ухаживает? Никак. Крем-гель для тела восстанавливающий, крем для тела, для интенсивного, для тела, для тела увлажняющий. Мы сейчас ищем тебе какие-нибудь крема. Вот, смотри. Крем восстанавливающий камелия и герань. У меня вот был пробник, кстати, супер надежный крем, я тебе могу сказать, и пахнет вообще офигенно. Красивая упаковка. Ты знаешь, есть такая тема, что под крем нужно наносить какую-то увлажняющую водичку или серум. Боже, ты как химик будешь. Представляешь, встал, капельку этого размазал по лицу, потом еще кремушек сверху. Так, вот смотри, тоник нужно обязательно. Его перед серумом нужно использовать? Нет, я думаю, что это скорее днем, перед тем, как дневной крем накладывать. Ну или вечером можно кожу, знаешь, успокоить. Я хочу вот это, оно не продается. А ты куда ее на лицо намажешь? Как На это лицо, её? когда намажешь, станет вот так выглядеть. А вот Спросим. это мы берем. Да, но здесь какие-то есть такие прикольные. Вот смотри. Chia Seed Oil Mask. Классная. Я устал, выбирай, какие хочешь, все мне надоело. Да, с какими-то пинцетами. Мне кажется, это пушка вообще, кстати. Вот обязательно Golden Face тебе нужен. Чем непонятнее название, тем надежнее. А я можно, ты там Black сама, Magic, короче, мне мне кажется, уже жарко. без Black Manager сегодня Чего? Magic никуда. Побежали, дружок. Я думал, мы сейчас просто зайдем в магазин, мы купим пару продуктов, и дальше я пойду по своим делам. А выяснилось, что это огромный мир. Я в какой-то момент уже просто выключился, я говорю: Зин, собери мне просто корзину, потому что мы там начали уже, ушел 2-й час. То есть мы реально провели 2 часа в магазине. 2 часа в магазине кремов. Ты прикинь просто, глобально сколько времени девушки на это тратят. Это увлажнение, разогревающий, охлаждающий. Ага, Кайф? окей, whatever. Подожди, нужны же еще всякие вот эти штучки классные, очищающие. Нажимаешь, Окей.
Очень классно, кстати, отшелушивает. Мне жарко уже, Зин. Ну не ной, что ты как девка? Я на кассе тогда тебя жду, хорошо? Да, Зин, да, я на сейчас я кассе тебя подойду. жду, давай. Для нормальной и сухой, для комбинированной. О, ну и, конечно, еще тонечки нужны. Тоников мало не бывает. Лови, дружок. Нормально? Нормально? Сама Сон. ты закончила? Да. Точно? Да. Молодец. Всё, пойду на кассу. Спасибо. Здрасте. У меня вот это, пожалуйста. Вот столько. Дружок, уже 132 тысячи. Наверное, Молодец. башнула сломер. Сколько всего вышло? Сколько? 173? Да, 173, 636. 173, 736. Ты нормально? Блять, это очень много денег. Ну, то есть можно тупо реально работать на это. Вы знаете, вот эти все сумасшедшие женщины, которые говорят, я хожу только по салонам красоты, столько денег трачу. Я сейчас реально понимаю, что это просто дохера бабла. Столько можно купить на эти бабки. 2 айфона можно купить. 1. Айфон и наушники. Можно ноутбук купить за эти бабки. Монитор можно красиво купить. Можно в отпуск слетать. Зин, я правильно сделал, что я все то, что было из дорогих умывалок, сделал, умылся и нанес маску, правильно же? А ты все смыл, самое главное? Да, я все смыл. А сколько маску? Да, всё правильно. А сколько вот эту маску надо держать на лице? Я думаю, минут 10. Нужно немножечко нанести на пальчики. Можно 2-3 сделать. Мне кажется, хорошо. Распределяй по ладошкам и промакивающими движениями наноси на лицо. Повторяй за мной. На лицо. Промакивающими. Давай, меня учи так. Окей. Так, а теперь бери самый дорогущий крем, которого вы выбрали, и его следом. 20 тысяч! 20 тысяч! Да. Это вот. И что, растираю? Да, также растираешь и также промакивающими такими движениями по лицу. В глаза, главное, себе не залей его. Иногда крем для лица щипит глазки. Это химия. Непонятно, что из этого маркетинг, а что из этого реально работает. И самое сложное — понять, в какой очередности все это использовать. Сначала ты умываешься умывалкой для лица. Потом ты протираешь это лосьоном. Потом ты берешь тоник, который тонизирует кожу. Я до сих пор не знаю, что это значит. Потом ты берешь эмульсию или сыворотку. Она бывает дневная, вечерняя. Там по-разному. Какие-то бывают. Может, еще есть утренняя, наверное, тоже есть. Короче, начинается химия. Ты капаешь, значит, что-то начинаешь это растирать. Потом ты ждешь какое-то время, наносишь крем. И нужно еще не ошибиться, какой крем нанести. Если солнце, нужно нанести SPF. Есть еще маски, которые нужно в какой-то промежуток вставлять. Есть крем для глаз, крем для рук, крем для шеи, крем для ног у меня есть, крем для кутикул. Есть скрабы, есть щетка для лица, внимание. Это штука, на которой ты наносишь умывалку, если ты в идеальном мире живешь. Короче, блядь. Я не знаю, работает это или нет. Почему 20 тысяч он стоит? Я не знаю, может, туда глазные яблоки младенцев добавляют. Мне не нравится, что ты так хорошо выглядишь. Меня это аж бесит. И что, ты на море? Видно, что 20 тысяч на мне? Листала. Нет? А знаешь что? Ты что, уронил 20 тысяч? Я один раз намазал лицо за 20 Слушай, тысяч. это же не лицо в пол упало. Но там не все вывалилось. Дайте покажу, подожди. Секунду. Я не знаю, тебе видно или нет? Тебе видно? Это точно крем. В смысле, а что это? Ты видишь? Пожалуйста. Но там есть это. А его можно с пола собрать, как ты думаешь? Выбирать. Я бы не рекомендовала, если не дай бог. Блять, он на стене! Смотри, ты видишь? Вот он на стене. Ты видишь? Ты обманываешь, это не крем. В смысле? Ты угораешь? А чем это собрать?
Зина, ну со стены-то можно? Не-не-не-не-не. 20 тысяч рублей. Иди в жопу. Можно. Как красиво упал. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Так. Что ты хороший человек очень. Что ты... Как хороший человек, я тебе рекомендую не мазать эту штуку из пола себе в лицо. Отпусти. А вот так можно? Я очень люблю разбирать свои вещи дома, чтобы обновить гардероб. Но я ничего не выкидываю из одежды, а всему даю вторую жизнь. Осознанное потребление, особенно в индустрии моды, очень важно в современном мире. Поэтому очень часто я выставляю свои личные вещи на продажу за символическую сумму. Вы наверняка все знаете об Авито. Мы с командой давно им пользуемся. В том числе, например, чтобы найти редкие и часто винтажные вещи для съемок. На самом деле на Авито у нас не раз случались интересные и нужные находки. Например, сапоги на высоком каблуке 46 размера для костюмированного вечера. Не все знают, что на Авито есть доставка, которая мне удобна и как покупателю, и как продавцу. Например, я в Москве, а мое объявление видят люди со всей страны и смогут легко купить в несколько нажатий даже без личного общения. Я же просто передам вещь в службу доставки по пути навстречу, и все готово. Это очень удобно и безопасно. Так что продавайте и покупайте с Авито доставкой. Ссылку на подробную информацию я оставил в описании. Ладно, все эти крема, но есть же еще всякие косметологические процедуры. Вот Зина мне и посоветовала сходить на укольчики красоты. Сегодня мы проводим процедуру биоревитализации препаратом Мезовартан. Выбрал я, Гош, такой препарат, потому что после 30 лет этот препарат является препаратом выбора. Гиалуроновая кислота, она восполняет все резервы нашей кожи. Плюс здесь есть пептид, который восстанавливает кожу на уровне ДНК. То есть даже когда гиалуронка уже не работает, кожа все равно восстанавливается. А как это будет происходить в целом? То есть, это просто один укол или сколько уколов? Инъекций множество. Я потом нормально буду выглядеть? Конечно. Ты будешь выглядеть отлично. Может быть, небольшие покраснения, небольшие кровоподтеки, маленькие там кое-где синячки, но практически ничего не будет заметно. Все это супер. Я сейчас обрабатываю лицо хлоргексидином. Угу. Я за свои 20 лет ни разу не был у косметолога. Я думал, что косметолог это типа, реально как спа. То есть это что-то приятное. А это неприятно. Ну что, поехали? Ну да. Как по ощущениям? А все уже вколол? Да. И как? Ну круто. Как это... Как расчесочка, как будто трогаешь. Очень приятный молодой человек. Берет шприц с мелкой иголкой и просто как ссаный комар начинает тебе нон-стопом втыкать железо в лицо. Вот так вот. Что-то туда впрыскивая. Ощущения фантастические. Мало того, что это удивительно неприятно, это еще. Никакого эффекта после не будет. Немного, как будто бы ты полежал на асфальте лицом час. Как будто по тебе кто-то проехался. Как будто ты лицом в муравейник реально лег. Это прикол? Что делать? А вот это почему так неровно? Я могу что... Это вообще нормально? Легкие эти... А вот это что такое? В общем, смотрите, чтобы вы понимали в косметологии, с чем мы можем на данный момент работать. Первая основа, это самое главное, это кость, лицевой скелет, потому что уходит объем и вот этой вот части, и угол нижней челюсти. Да, если вы посмотрите свои фотографии лет 10-15 назад, у вас он более очерченный, уходят костные объемы. Вот это вот история. А почему они уходят? Старость. В смысле, что такое кость становится худее? Кость становится худее, теряется объем костной ткани. Или потекла вниз у меня кожа? Нет. Лицо — это как булочки из Макдональдса. 5 слоев, 2 котлеты, сыр, верхняя и нижняя булочка. А это что у меня потекло? У вас сыр потек, связки опустились. Поэтому щеки, которые были когда-то здесь, теперь здесь. Жир, который был здесь, он теперь здесь. И опоры нет. Что делать?
нужна опора. Нужно понять мои границы того, как я хочу выглядеть. У меня есть друзья, которые пытаются бороться с возрастом, и мужчины в частности. Они превращаются в раздутых кукол, и это выглядит очень страшно. Я думаю, вы все себе прекрасно представляете, это тоже, что такое очень сильно заколотое лицо. Когда-то у тебя очень плохая маска в Инстаграме. Слава богу, что на моем пути к омоложению мне попалась Мария, потому что мы очень хорошо друг друга понимаем. Мария не совсем косметолог, она врач, и она про здоровье. И когда человек... Одно дело, когда ты приходишь к косметологу, он тебе говорит, сейчас я тебя уколю, все будет супер. Оттуда надо бежать, реально, сразу же тебе могу сказать. Потому что до этого у меня был такой опыт. Он говорит, сейчас, кассу вы, главное, оплатите, все будет хорошо. Она сразу же сказала, он говорит, смотри, и у меня есть такой примерный курс лечения, ну это даже не лечение, да, а восстановление, или там, whatever. Но мне нужно, чтобы ты сдал такие-то, такие-то, такие-то анализы, обязательно сходил к гастроэнтерологу, чуть-чуть пересмотрел свое отношение к жизни, к твоему графику, к питанию. И если мои все гипотезы подтвердятся, то мы вот предлагаем так себя вести. Нам нужно связку сокращать, укреплять и не раздувать лицо, знаешь, до неузнаваемости, как будто эти какие-то странные герои из мультиков. Сокращая ткань, получаем естественный результат. Раздувая ткань, получаем гоблина из мультика. По итогу мне прописали очень популярную на самом деле процедуру. Они, оказывается, многие знают. Аппарат, который тебя, как мне кажется, током. Короче, это какая-то штука, которая начинает работать от кости и выше. Бессмысленные уколы, так же, как и крема. Вау! Меня же зубы отдает. Вау! Так. Нормально сейчас пробило меня. Как будто мне током в лицо, какие ощущения. Ой, ну зачем так больно? Все, красота, мне надоело это все. Если бы вас когда-либо било током, представьте, что это очень долго и мучительно и в лицо. Это типа ты вот так вот постоянно делаешь. Очень похоже на сочетание ожога быстрого с холодом и иголкой. При этом тебе ничего не вкалывают, просто вводят аппарат по лицу. Это реально от духа. Но большой плюс этой процедуры, что нет никаких потом последствий. У тебя ты не видишь, ты не опух, не раздут, у тебя не красное лицо. Это просто ты лежишь добровольно на электрическом стуле на лице. Что за утро? Ой. Мне нравится, что здесь я зато вижу, сколько мне осталось. Хо-хо. А что, там видно результат реально? Вы меня обманываете. Просто красное лицо. Ого. Вот это, да, штуки нет. Вот даже здесь видно складки нет, вот этой. Так, ну что, все, я встаю? Слава богу. Как будто я просто, типа, после отпуска. А куда делась вот эта... Вот это самая заметная штука, кстати, что она разгладилась. Это потому что отпухло, да, чуть-чуть? Или просто такой будет эффект дальше? То, что сократилось, на завтрашнего проснетесь, у вас наоборот чуть-чуть Чуть-чуть что завтра будет? Подотечет. А будет такая легкая пастозность. ты встаешь, и ты такой, как будто выспался. Это ты видишь сразу же. Альтера начинает работать в течение 3 месяцев. И потом, если ты соблюдаешь все рекомендации, мать моя женщина, ты так классно выглядишь. Когда я начал рассказывать своим подругам, это была белая зависть. Реально. Они такие, что? Ты в смысле, ты в своем уме? Потому что это реально очень дорого. Очень много людей хочет это сделать, но это недоступная услуга. Я очень счастлив, что у меня есть на это возможность. Но это реально, типа, как оказалось, для многих какая-то заветная мечта. Хорошо выглядящий человек постоянно вкладывает в это силы, время и деньги. Так, надо селфи красиво сделать только.
Так, значит, сейчас мы как приколимся жестко. Жестко приколимся. Немного Беллу ходить дадим. Я ору. Сань, посмотри. Нормалек? Отлично. Не сильно заметно? Нормально. Выкладываю, короче, сейчас. Выкладывай. Так, что постим, да? Хочу быть вечно молодым, красивым. Ради этого готов на все. Пока есть небольшой отек, но скоро все будет выглядеть еще лучше. Пока. Это я, кстати. Здрасте. А мы точно все померили? Пока я тут еще. Можешь просто на джинсы надеть шорт? Давай посмотрим. Застилизуем, так сказать. Сейчас я гляну в этот. Глянь, пожалуйста. Ну да, нормально, прикольненько. Подкладка. Или такая, типа, как такая... Как будто бы такой не было нигде у нас еще. Подожди секундочку. Ксения, что случилось? Привет. Гош, Что? ты что, ненормальный? В Что ты смысле? с собой сделал? Про что? Ты что, хочешь выглядеть как Мадонна или Гурченко? Ксения, вообще-то Гурченко умерла. Ты нормальная, блядь? Ладно, сори, короче, я тебе перезвоню, хорошо? Я в шоке, давай. Давай. 800 лайков. Классный. А что ты сделал, пишет? А что сделано? Соска. Соска. Ару, поделись, пожалуйста, контактом косметолога. В личку. Ха-ха-ха. Что за секс? Мем. Соска мой любимый, конечно, комментарий. Что ты сделал? Люди не понимают, что я сделал. Ару. Ну что, соска, значит, поехала. По делам дальше. Я никогда не думал, что люди меня оценивают по состоянию кожи. Я это делал для себя. И когда я начал в это во все погружаться, я захотел проверить своих подписчиков, в частности, на то, как они отнесутся, если я заиграюсь. Я сфоткался, я сделал селфи, зашел в Facetune, в программу, где все себя фотошопят, увеличил себе глаза, я изменил себе нос. Я увеличил губы, они меня тоже очень устраивают. Я поднял себе виски, то есть вот можно сделать вот так. Увеличил себе скулу, это скула, челюсть, да, то есть я прям ее сделал максимально утрированно и сделал более волевой подбородок, что считается очень мужской, типа, чертой. И выложил ее в сети. У меня восторг от того, что у аудитории восторг, и что мало кто понял, что это шутка. Это меня больше всего веселит в этом. Это на самом деле, как бы, знаешь, такой лакмусовая бумажка нашего общества. Ну не надо верить всему, что вы видите в социальных сетях. Самое удивительное, что в это поверили девочки, которые ведут Инстаграм. Ребят, это все иллюзия. Ну, типа, все врут. Я на самом деле тоже сейчас не так выгляжу. Но это прикол, что ты сравнила меня с Гурченко, которая умерла. Думаешь, это перебор был фотка? Ну да. Малыгина сказала, что она ничего не поняла. Она, ну, Да, она мне так сказала. она сказала, что... Я говорю, что ты сделал на фотке? Я говорю, я там губы увеличил, еще, ну, типа, глаза сделал больше, еще что-то. Она мне даже позвонила. Да. Типа, она говорит, что, типа, что ничего, было ничего непонятно. И никто не понял разницу, короче. Прикинь. Я по итогу его удалил. Видишь разницу какую-то во мне? Нет. Ну, внимательно посмотри. Ну, хоть встань. Так а что надо посмотреть? Встань, я сяду. Тебя? На меня посмотри, Ну, на лицо. у тебя вот такой контур стал. Почему-то уши стали больше торчать. Я не понимаю. Спасибо большое, да, я уши. Я пойду в зеркало хоть посмотрю, неужели, типа, нет? Я не знаю, откуда этот стереотип, что ухаживать мужчинам за собой — это стыдно или странно, или там это изменит вашу ориентацию. Нет крема, который меняет ориентацию, если вы не знали. Из всего этого опыта я понял следующее, что поиск уходовых средств — это тоже приключение. Я 100% буду ходить на все аппаратные вещи, которые существуют в косметологии. Я понял, что мне нравится, когда мне делают комплименты касательно моего внешнего вида. Я буду стареть, это нормально, но я буду делать это красиво. И теперь это неотъемлемая часть моей жизни, и не вижу в этом никакой проблемы, но это для меня совершенно удивительный новый мир. Век живи, век учись, и все. Главное, духом не стареть. А вам прям надо такую жесть снимать? Я могу не остановиться на этом? Да, ты можешь не остановиться.
Я влюбилась. Шик. Зачем худеть, если можно просто накраситься, я не понимаю. Что, уже, да? Да.